Hepinize merhabalar. Şimdi Taganskaya metro durağında indim ve Bunker 42 adı verilen müzeye geldik. Bunker 42 bir soğuk savaş müzesi ve aynı zamanda Moskova'daki en büyük müzelerden bir tanesi. Bu müze yerin 65 metre altında bulunuyor. Evet, şimdi müzeye geldik. Müzeyle alakalı şunu söylemek istiyorum ki burayı gruplar şeklinde ziyaret edebiliyorsunuz. Yani bireysel olarak kesinlikle burayı ziyaret edemezsiniz. Bu müzede video çekmeme izin veren Tatyana Novichihina hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Müzenin girişinde bizi Sovyetler Birliği'nin arması karşılıyor. Birazdan da geziye başlayacağız. Также наш объект сегодня уже находится между тремя линиями метро. У нас над головой фиолетовая ветка, под ногами желтая, 150 метров вправо будет кольцевая. Поэтому в течение всей нашей экскурсии вы будете слышать проезжающие поезда метро. Давайте пройдем немножко дальше. Ну что ж, можно сказать, что вот тут у нас первая экспозиция «Контрольно-пропускной пункт». Обязанности дежурного рассказывать не буду, все и так предельно понятно. Проверка документов, сверение личности. Однако вот интересный факт. Ни у кого из служащих здесь не было никаких документов. У каждого были номерные жетоны, в обмен на которые они получили пропуска. И вот в пропусках уже была фотография служащего, его данные и указания на рабочее место. А дополнительно к пропуску давали маршрутный листок, согласно которому на это место и надо было двигаться. От маршрута отклоняться категорически запрещено. За этим следили патрули, провожавшие группы по рабочим местам. Но вот в случае, если кто-либо приносил неверный жетон, попадал не в свою группу, либо еще хуже, фотография не сошлась с профилем, дежурный поднимал сигнал тревоги, оттуда выбегала группа солдат, выясняли обстоятельства данного нарушения. За 30 лет ведения дежурств ни один нарушитель сюда так и не попробовал попасть. Всего же здесь 4 входа, 4 выхода. 2 наверх, 2 на кольцевую линию московского метро. На каждом стояло по 2 КПП. Одно на вход, второе на выход. Но об этом немного попозже. Ну что ж, я полагаю, все, кто хотел, уже с нами. А кто не хотел, их найдут потом. Давайте отправляться в музей. Пройдемте. А сидеть можно? Ну что ж, как говорил классик, кино смотреть будем. Данный фильм вкратце расскажет о ключевом моменте холодной войны, а именно о Карибском ракетном кризисе 1962 года. Но сперва, как полагается, пара слов о самом объекте. Наш объект был построен за 4 года. Период с 1950 по 1954 года. В 1956 году объект был сдан в эксплуатацию, и он находился на боевом дежурстве 30 лет, вплоть до 86-го. В 86-м Министерство обороны признало данный объект
нецелесообразным для ведения боевых дежурств, поскольку он устарел по всем характеристикам. А отсюда демонтировали практически все, вплоть до инженерно-технического оснащения. И вот как яркий пример, находимся мы с вами не в кинозале, а в бывшем аккумуляторном помещении. Сам объект передали Министерству связи. Те, в свою очередь, также устроили ремонтные работы. Но поскольку их ремонт затянулся и попал в период перестройки, работы свои они закончить не смогли. А объект так и остался в разрушенном состоянии. В 2000 году Государственная комиссия принимает решение рассекретить данный объект. С 2006 тут функционирует музейно-развлекательный комплекс, ремонтные работы над которым ведутся и по сей день. Отсюда возникает такой вот интересный вопрос. Товарищи, а как, по вашему мнению, почему данный объект назвали 42? Ну, то, что вы скромно, я уже понял. Ну, 42 года существовал. что еще раз? Скорее всего, 42 года был в секрете. Как военный объект под секретностью находился 30 лет. А существует и по сей день. Ты не переживай, он просуществует 350 лет по техническому паспорту. Так что до конца экскурсии хватит. Товарищи, буду до конца откровенным, число 42 было принято специально, чтобы никто не догадался. Все дело в том, что в первую очередь такие объекты были разработаны как защищенные узлы связи. Основной их задачей было обеспечение сохранности систем управления силовыми и правительственными структурами. Эти объекты выполняли огромное количество задач, поскольку в них находилось сразу несколько министерств. И вот со временем под эти объекты разработали отдельную систему классификации. Цифра 4 означает, что в таком объекте есть и военные, и правительственные системы средства управления. Цифра 2 – второй объект на территории города Москва, который был построен глубже 50 метров. Глубина в 65 позволяет выдержать этому объекту прямой удар мощностью в 100 килотонн. То есть примерно как 5 таких же бомб, которая была сброшена на город Нагасаки в 1945 году. Ну а сейчас я желаю вам приятного просмотра. Если вдруг кому-нибудь внезапно станет плохо, все-таки глубина, давление и тому подобное, не переживайте, я буду находиться в следующей экспозиции, готовить ее к нашему визиту. Я директор музея «Бункер-42» на Таганке, Лавренчук Игорь Владимирович. Сегодня вы увидите фильм, посвященный историческим событиям более чем полувековой давности, а именно периоду Карибского кризиса 1962 года. Обладает всеми необходимыми видами радиоактивного оружия и готовы к приказу партии правительства в любой момент нанести такой усиленный удар по агрессору. К началу 60-х годов весь мир считал Советский Союз лидером в ракетно-ядерной гонке. В 1957 году СССР запустил первый в мире искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года первым человеком в космическом пространстве стал гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. 30 октября 1961 Советский Союз испытал на полигоне Новая Земля самую мощную в истории термоядерную бомбу. На самом деле, несмотря на видимые успехи Советского Союза, Соединенные Штаты Америки имели значительное превосходство в стратегических наступательных вооружениях. Американцы имели на вооружении примерно 5000 ядерных зарядов. Подлетное время первых американских ракет составляло менее 10 минут. СССР имел около 500 ядерных зарядов, большая часть из которых могла быть доставлена на территорию вероятного противника только при помощи тяжелых бомбардировщиков и в течение нескольких часов.
Кроме того, в 1961 году по результатам космической разведки и полетов самолетов-шпионов Локхид-2 на территории СССР американцам стало ясно, что вместо 200 ракет, как заявлялось ранее в старых разведданных, у Советского Союза есть только 4 пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет. СССР стремительно проигрывал гонку вооружений, и казалось, конфликт неизбежен. Все изменила Куба, тропический остров в западном полушарии. 1 января 1959 года на Кубе победила революция, во главе которой стоял 32-летний партизанский вождь Фидель Кастро. Новое правительство немедленно начало решительную борьбу с американским влиянием на острове. Нет нужды говорить, что Советский Союз сразу же поддержал кубинскую революцию. Однако власти Гаваны серьезно опасались военного вторжения США. 24 мая 1962 года в Москве на расширенном заседании Совета обороны СССР принимается решение о защите острова Свободы и создании группы советских войск на Кубе. Из московского аэропорта вылетел самолет, взяв курс на Гавану. В командировочных документах пассажиров значилось, что они специалисты в области сельского хозяйства. Эту же цель поездки они назвали и по прилету. После посадки в Гаване 4 специалистов отправились к Фиделю Кастро. Только там кубинцам удалось выяснить их подлинные личности. Сельскохозяйственниками оказались дипломат Алексеев, первый секретарь Компартии Узбекистана Рашидов, генерал-полковник Иванов, а также главнокомандующий стратегическими ракетными войсками СССР маршал Бирюзов. Только при личной встрече они озвучили предложение Москвы. Для защиты Кубы на ее территории предлагалось разместить ядерное оружие. Фидель уехал советоваться с Эрнесто Че Гевара. Через 24 часа Кастро сказал «да». На Кубу, как из рога изобилия, должен был хлынуть поток советской помощи. Трактора, автомобили, продукты, ширпотреб, заключались контракты на покупку сахара. И одновременно началась подготовка к невиданной ранее операции. По плану советского генштаба на остров Свободы предполагалось направить группу советских войск. Ее хотели сконцентрировать вокруг 40 ракет среднего и малого радиусов действия. Каждая из этих ракет была оснащена ядерной боеголовкой. Помимо ракет в состав группы входили также 1 вертолетный полк Ми-4, 4 мотострелковых полка, 2 танковых батальона, эскадрилья МиГ-21, 42 легких бомбардировщика Ил-28, 2 дивизиона крылатых ракет с ядерными боеголовками 12 килотонн с радиусом действия 160 километров, несколько батарей зенитных орудий, а также 12 установок С-75, 144 ракеты. Каждый мотострелковый полк насчитывал 2500 человек. Танковые батальоны оснащались новейшими танками Т-55. Группа советских войск на Кубе стала первой в истории СССР армейской группировкой, в состав которой вошли баллистические ракеты. 12 июля 1962 года в 6 портах Советского Союза была начата погрузка воинских частей на гражданские суда. У военнослужащих отбирали любые удостоверения личности. На вопрос «куда?» командиры отвечали «на Чукотку». Там будут проходить стратегические учения. В доказательство этого к погрузочным платформам подходили эшелоны с шинелями, лыжами и шапками-ушанками. Малейшее нарушение плана грозило обернуться провалом всей операции. Для переброски 40-тысячной группировки войск потребовалось 185 судов. Ни один из капитанов не знал конечной цели маршрута. В порту им вручили запечатанные конверты, которые предстояло вскрыть в открытом море в присутствии офицера КГБ. В ЦРУ поступали сообщения об усилении контактов СССР-Куба и конкретно об увеличении морских перевозок. Задавались ли США вопросом о том, что это может быть воинский контингент? Очевидно, да. Самолеты-шпионы рассматривали суда, ничего подозрительного.
Даже провели практический эксперимент. Они посадили в трюм несколько десятков человек. Психологи извлекли их оттуда уже через 3 суток. По заключению экспертной комиссии, дальнейшее пребывание в подобных условиях было слишком опасно для здоровья. Как следствие, скрытную переброску большой группировки войск в трюмах признали невозможной. И все же кораблям ВМС США было приказано курсировать в нейтральных водах. 8 сентября в Гаване начали разгрузку первой партии сельскохозяйственной техники. Днем с палубы краны поднимали тракторы, бочки с топливом, мешки с провизией и медикаментами. Ночью из трюмов разгружали контейнеры, в которых находились баллистические ракеты средней дальности. Под прикрытием ночи и облаков советские солдаты начали монтаж оборудования. К началу октября первые баллистические ракеты встали на боевое дежурство. Грандиозный план перемещения советской группировки войск был осуществлен блестяще. За все это время ни один из агентов американских спецслужб не получил информации о наличии на Кубе ядерных боеголовок. Около 3 часов ночи самолет-шпион взлетел с авиабазы «Эдвардс». У-2 пилотировал майор Ричард Хейзер. Полет до Мексиканского залива занял у него 5 часов. Хейзер облетел Кубу с запада и пересек береговую линию в 7:31. Камеры, установленные на борту, немедленно начали съемку. Приземлившись на авиабазе в Южной Флориде, Хейзер вручил пленку агентам ЦРУ. 15 октября аналитики установили, что на фотографиях советские баллистические ракеты. — 16 октября в 8:45 снимки показали президенту Соединенных Штатов. Кеннеди пригласил к себе 14 самых приближенных советников. Далее события развивались стремительно. 16 октября были выработаны первые варианты мер противодействия. 17 октября начался перевод в повышенную боевую готовность сил общего назначения сухопутных войск ВМС и ВВС США. 18 октября был завершен анализ возможного развития конфликта. 19 октября советники Кеннеди окончательно разделились на 3 большие группы. Одни предлагали уничтожить ракеты точечными ударами, другие провести полномасштабную военную операцию на Кубе, третьи ввести режим морской блокады острова. 22 октября президент США провел пресс-конференцию. «Я отдал немедленное распоряжение предпринять следующие шаги. Первое. Перед лицом наращивания наступательного вооружения ввести строгий карантин на поставки морским путем на Кубу оружия. Я также приказал продолжить и усилить тщательное воздушное наблюдение за Кубой и за развертыванием там систем вооружений. Я приказал нашим вооруженным силам быть готовыми к любому развитию событий». В своем первом официальном заявлении 23 октября Москва предупредила Вашингтон о возможности нанесения мощного ответного удара, если агрессоры развяжут войну. Первый раз в истории человечества 2 сверхдержавы напрямую угрожали друг другу. — 24 октября, 10:00. 180 кораблей ВМС США окружили Кубу. Карантин острова Свободы вступил в силу. К этому времени к острову шли 30 советских судов, в том числе сухогруз «Александровск». В его трюмах находилось 68 ядерных боеголовок. Кроме того, к острову приближались 4 дизельные подводные лодки, сопровождавшие корабли. И Джон Кеннеди, и Никита Хрущев понимали всю опасность конфликта, но они были сыновьями своего времени. Ни советская, ни американская стороны не учитывали национально-психологические особенности и менталитет своего оппонента. Оба лидера, каждый по-своему, находились в плену идеологических стереотипов холодной войны. За плечами у каждого из них стояла система, которая не предусматривала компромиссов. К концу октября Пентагон почти завершил подготовку группировки вооруженных сил для вторжения на Кубу.
Экспедиционный корпус должен был включать соединение сухопутных войск до 200 тысяч человек, морскую пехоту 70 тысяч, части ВВС, способные совершать до 2000 самолетовылетов в сутки, свыше 100 боевых кораблей и десантных судов. 25 октября 1962 года. В этот день Кеннеди первый и единственный раз в истории США отдал приказ повысить боевую готовность вооруженных сил до уровня DEFCON-2. Следующим шагом мог быть пуск баллистических ракет. Параллельно с этим в полную боевую готовность приводились войска на территории СССР. Куба не просто вспыхнула новой горячей точкой, а стала предвестником ядерного апокалипсиса. На Кубе политическая обстановка накалилась до предела. Глава резидентуры КГБ в Гаване известил Кремль. По мнению Фиделя Кастро, интервенция почти неминуема и произойдет в ближайшие 24-72 часа. Одновременно министр обороны СССР Малиновский получил донесение об усилившейся активности американской стратегической авиации в районе Карибского бассейна. Оба сообщения доставили в кабинет Хрущева в Кремль в 12 дня. В Москве было 5 часов вечера, когда на Кубе разбушевался тропический шторм. В одно из подразделений ПВО пришло сообщение, что на подлете Гуантанамо замечен американский самолет-разведчик Ю-2. Пуск был осуществлен в 10:22 по местному времени. Пилот Ю-2 майор Рудольф Андерсон погиб. США получили казус белли, официальный повод к началу военной операции. 27 октября 1962 года СМИ назвали «Черной субботой». Принято считать, что в этот день мир как никогда ранее близко подошел к пропасти ядерного апокалипсиса. 27 октября жители Москвы были озадачены необычным фактом. По радио на нескольких частотах беспрерывно транслировали текст на английском языке. Это был резервный канал связи, который использовало правительство СССР для связи с правительством США. Параллельно текст заявления послали в Вашингтон. Хрущев официально заявил, что Советский Союз готов вывести ракеты с острова Свободы, но при одном обязательном условии. Американское правительство согласится уважать неприкосновенность границ Кубы и обязуется не осуществлять в отношении ее агрессии. Был вновь поставлен и вопрос о равноценном выводе американских ракет из Турции. В ночь с 27 на 28 октября по заданию своего брата Роберт Кеннеди встретился с советским послом в здании Министерства юстиции. Вашингтон пошел на попятную. Демонтаж советских ракетных установок, погрузка их на корабли и вывод с территории Кубы заняли 3 недели. Убедившись, что СССР вывез все боеголовки, Пентагон прекратил карантин Кубы. Через несколько месяцев из Турции были выведены и американские ракеты, как устаревшие. События 1962 года стали переломным моментом в ядерной гонке. После разрешения ситуации были подписаны первые международные договоры, регламентирующие и ограничивающие накопление, испытание и использование оружия массового уничтожения. В октябре 1962 года в бункере дальней авиации СССР была объявлена полная боевая готовность. Двери бункера закрылись, и началась подготовка к работе систем автономного жизнеобеспечения. В черную субботу, 27 октября 1962 года, впервые в истории СССР все боевые ядерные заряды были подняты на поверхности своих подземных хранилищ. При этом каждый из экипажей дальней авиации получил свою цель на поражение. Степень боевой готовности была снижена через 10 дней, и личный состав смог вернуться к условиям мирного несения боевого дежурства. Ну а сейчас, товарищи, давайте мы с вами поподробнее поговорим о средствах доставки ядерного оружия на территорию противника
и их развитии. Но говорить будем в центре боевого управления. Райдент Фажа.